Всем привет, это Анимон. Давно не было видео по OnLang, и работа все еще ведется. Сегодня я покажу изменения в OnLang 2.0. Здесь представлен довольно внушительный список изменений этой версии, и начнем по порядку. Здесь не указано, но первое, что я сделал, это модульность. Раньше OnLang выглядел вот так. Все было в куче, и парсер, и отдельные модули. Но теперь же есть отдельные сабмодули для парсера, для утилит, для десктопной части, где просто парсится командная строка и запускаются приложения, core и модули. Модули тоже разбиты на сабмодули, то есть обычные простые модули попадают в main, а такие, которые побольше, которые можно опционально отключить, скажем, как сокет или сервер, их можно добавить сюда. Минимальная версия Java теперь 17, но тут и понятно, сейчас Java LTS 21, но я не стал так далеко прыгать, поэтому пока что 17, в скором времени будет уже и 21 минимальная. Следующее изменение, use statement переделан с вот такой вот некрасивой формы, где у нас используется массив, потом в строках указывается название модуля. Теперь же все простенько, use и через запятую указываешь название модулей. В парсере это тоже сделано очень просто. Если мы встречаем use, тогда дальше берем word, из него название модуля. Если встречается запятая, значит проходим еще раз, и так до тех пор, пока после word запятой не будет. Это значит, что все модули уже перечислены, и можно возвращать use statement. Дальше в pattern матчинге переделан case x, но тут я останавливаться не буду. Идем дальше. Более строгий лексер. Тут интересно, потому что я исправил экранирование backslash в строках. Также были исправлены 16-ричные числа. Раньше я использовал джавовский isNumber, который не только возвращает true для простых чисел от 0 до 9, он также возвращал true, если у нас число в юникодном формате, то есть вот таком для сравнения 0, 1, 2. У нас немножко меньше, а тут вот такие. И в какой-то индийской форме, кажется. Это тоже число, и оно прекраснейшим образом парсилось в OnLang. Я это заменил в лексере на обычную проверку от 0 до 9, от маленькой a до f и от большой a до f. И все стало на места. Идем дальше. Следующее изменение это константы. Их пока что нет в основной программе, то есть нет синтаксиса для указания константы, но в модулях, в use statement у нас подключаются константы, скажем, к примеру, std. Раньше в модуле ставились только переменные, то есть их можно было после подключения модуля переопределить, но теперь это все константы. Мы можем попытаться переопределить значение, пока что ошибки в этом никакой нет. Но если мы снова выведем OnLang, то значение будет старое константное. И сейчас у нас в скоупе есть константа OnLang и переменная OnLang, но приоритет у константы. Следующее изменение это поддержка long чисел. Раньше мы могли указать число, по умолчанию оно было integer, а чтобы числу установить тип long, нужно было использовать модуль types и приводить integer к long типу. Теперь же мы можем просто указать в конце L большую, и тогда число автоматически будет переведено к типу long. Дальше исправлен скоуп переменных. Раньше был скоуп с переменными и функциями, а также ссылка на родительский скоуп, и мы просто проходились по дереву, чтобы найти значение переменной. Теперь же есть простой скоуп, и помимо него добавлен root скоуп, в который кладутся константы и функции. Следующее изменение это улучшенное отображение ошибок. К примеру, у нас есть незакрытая двойная кавычка в строке. Парсер нам это подсказывает в конкретном месте. Мы можем легко это исправить. Следующая ошибка уже в рантайме. Мы видим ошибку, что переменная x не существует и указание, где именно этот x в программе. Следующее изменение – семантический линтер теперь обязательный этап парсинга. Также небольшое изменение в объектах, теперь порядок элементов учитывается.
Также появилась возможность вызывать программы из ресурсов. То есть мы кладем скрипты в jar файл, и из него уже можно вызывать через префикс resource двоеточие. И как следствие добавлена команда onLangRun, где можно запускать внутренние скрипты. Пока что внутренний скрипт только один, это checkUpdate. Он проверяет наличие новых версий onLang. И последнее изменение – это новый движок документации. И напоследок небольшие изменения в уже существующих модулях std, http и functional. Также canvas.fx теперь работает на Java 17, но пока что сборка только для Windows. И новый модуль – это сервер. Вот пример небольшого веб-приложения, где поднимается сервер на onLang. Из базы данных вычитываются фразы, фронтенд их запрашивает через API. И получается вот такое веб-приложение для изучения английского. И это все на сегодня. Не забудьте поставить лайк и подписаться. До встречи!